Ну что, поехали. Добрый день. Так, слышно? Нормально меня, да? Все, на задних рядах самое главное, чтобы было слышно. Ну что, значит, я, во-первых, представляю нашу новую книгу с Андреем Жуковым «Код чуди». В прошлой своей лекции я представил ретроспективу того, что было известно об истории и материальной культуре чуди на момент подготовки нашей книги с Андреем. Вот, напомню, что наиболее важным сохранившимся памятником материальной культуры чуди, да, являются образцы пермского звериного стиля, совершенно выпадающие из общего ряда урало-сибирских звериных стилей. Одним из главных персонажей, собственно, и буквальной визитной карточкой звериного стиля является фигура ящера. Вот здесь можете видеть, как бы, так сказать, различные изводы этого ящера. Наиболее распространенный сюжет пермского звериного стиля – это антропоморфные фигуры, стоящие на ящере или передвигающиеся на нем в буквальном смысле верхом. Вот эта вот фигура из каталога, так, вот эта вот фигура из каталога «Чудские древности Рифея». А это уже мы делали фотографии в Пермском и Чердынском музеях, собственно, во время нашей экспедиции с Андреем. Это опять из каталога, тоже каталог. Так, ну а вот, собственно, фигура передвигающаяся. Это я делал в Эрмитаже фотографию с прорисовочкой. Где этот артефакт, сейчас я не знаю. По-моему, там она и так-то была в подвале, собственно, засунута, в подвал Эрмитажа, как бы в какое-то подвальное помещение засунута эта экспозиция. А где сейчас она находится, я даже не знаю. Говорят, что ее вообще убрали. Вот это уже мы съемки делали, собственно, это наши. Вот ящер внизу и даже раз, два, три, четыре человека-лося, сидящие верхом на ящере. Опять-таки человека-лося верхом на ящере. Ну и самое знаменитое изображение, это, собственно, вот, как бы, так сказать, полая такая вот штучка, артефакт, который изображает людей, сидящих на ящере, пару, значит, и вот вы видите, на ящере тоже изображены какие-то такие типа рыб. Скорее всего, художник пытался отобразить то, чем питается это самое существо. Хочу обратить ваше внимание на то, что ящер очень часто изображается с открытой пастью. Собственно, это важное указание на то, что речь идет о живом существе. В этом смысле, вот видите, опять-таки, открытая пасть. Так. В этом смысле наиболее известное изображение ящера представлено на так называемой Ныргандинской бронзовой ажурной пластине. Она была найдена в 1898 году близ деревни Нырганда, Удмуртия. Ну, помимо открытой пасти чудовища, художник изобразил, опять-таки, как мы видим, вот на прорисовке это лучше видно, собственно, рыбы в чреве чудовища. То есть это, опять-таки, все эти детали содержат недвусмысленные указания на то, что перед нами изображение живого существа. Хранитель фондовой коллекции Эрмитажа древности раннего Железного века при Урале Елена Ивановна Аятьева, покойная уже, к сожалению, обращала внимание на то, что глаз ящера изображен в форме вытянутого овала со слизницей. Радужная оболочка представлена в виде двух концентрических кружков. Внутри изображен точечный зрачок. Так в пермском зверином стиле обычно изображали человеческий глаз. Таким образом, по всей видимости, художник пытался передать мысль, что это существо имеет некую особую связь или близость с человеком. Ну, гораздо реже в пермском зверином стиле попадаются вот такого рода сюжеты. То есть этот сюжет содержит мотив поглощения человека или даже, возможно, мотив ритуального человеческого жертвоприношения. Вот на верхней части, да, вот этот артефакт, который сверху изображен, там считается, что вот это вот как бы изображение человека в его брюхе. Ну а на нижнем артефакте мы видим как бы перевернутую человеческую голову в чреве ящера. Так. Чтобы с порога закрыть вопрос такой вот о реальности пермского ящера, я сейчас процитирую запись из 30-го тома полного собрания русских летописей. Итак, во втором архивском списке Псковской третьей летописи можно обнаружить следующее сообщение, относящееся к 1582 году. Цитата. «В лето 7090
поставиша город земляной в Новгороде. Того же лета изыдыша крокодилы лютые звери из реки и путь затвориша, людей много поедаша. И ужасашися люди, и молиша Бога по всей земле, и паки спряташися, а иных избиша. Того же году представися царевич Иван Иванович в Слободе, декабря в 14-й день. По мнению историка и археолога академика Бориса Александровича Рыбакова, довольно подробно реконструировавшего славянский вариант культа подземного подводного ящера, вот в этой цитате, которую я сейчас только что привел, мы имеем дело с описанием абсолютно реального нашествия речных ящеров. О славянском культе ящера и близких к нему белорусских и прибалтийских домовых культах, в том числе связанных с ящероподобным живоитес или гивоитес по разным вариантам, подробно очень рассказывается в нашей новой книге «Код чуди». Кстати, вот за предоставленные эксклюзивные материалы я крайне признателен нашим белорусским коллегам, конкретно координатору Белорусского уфологического комитета Илье Бутову. Здесь я только сейчас скажу, значит, только одну деталь, а именно, что и в случае с крокодилом русским, и в случае с прибалтийскими живоитес, как бы, собственно, речь не может идти об обычных крокодилах, которые волей случая как бы оказались в наших североевропейских широтах. Поскольку для поддержания нормальной жизнедеятельности крокодилам необходима постоянная температура воздуха и воды не ниже 22 градусов. Вот это, собственно, такое экспертное заключение я взял у специалистов. Вот, поэтому в данном случае невозможно говорить о том, что вот какие-то там купцы завезли какого-то крокодила, как бы, так сказать, который убежал и потом как бы терроризировал местное население, размножился каким-то образом чудесным. Да? Вот. Что у нас еще из новых материалов? Да, ну, в первую очередь, наверное, обнаруженные нами вот, и опубликованные в нашей новой книге археологические и этнографические материалы говорят о наличии в Сибири устойчивого культа реликтового чудовища, связанного с традиционными шаманскими верованиями, собственно, местных народов. Эти материалы проливают свет на ту роль, которую играли представления о реликтовых чудовищах в системе религиозных верований, чуди и других народов, как Старого, так и Нового Света. То есть мы приводим массу параллельных материалов, да? То есть просто сюжет чуди — это ключ. Ключ вот к этим коммуникациям на символическом уровне, которые изображены, как бы, так сказать, на различных предметах, как бы, так сказать, и в Старом, и в Новом Свете. Все материалы мы приводим, собственно, в нашей книге. Итак, главным ключом к пониманию, можно сказать, сюжета чудского ящера служит предание нарымских селькупов о чуде, который селькупы называют народом Квели или народом Квели-Куп. В этом смысле для нас настоящим открытием, без всякого преувеличения, явилась монография профессора кафедры археологии и исторического краеведения Томского государственного университета Галины Ивановны Пелех «Происхождение селькупов». Эта книга была издана еще в 1972 году, причем на удивление скромным по советским меркам тиражом. То есть там всего тираж был в 500 экземпляров. В настоящий момент эта книга является библиографической редкостью, но, слава богу, есть PDF в интернете. То есть она доступна в интернете, каждый ее может, в принципе, скачать в электронной версии. Скорее всего, с большой степенью вероятности, вот на этом малом тираже сказалось, и малой известности, разумеется, этой монографии, сказались чрезвычайно смелые по тем временам, даже по меркам нашего времени, сопоставление некоторых элементов традиционной культуры нарымских селькупов, обских хантов и енисейских кетов с элементами протошумерской культуры. То есть, по мнению Пелех, некоторые мотивы селькупских орнаментов повторяют архаические знаки древнешумерского пиктографического письма. Аналогичные параллели с шумерским языком Пелех обнаруживает в тайном шаманском языке селькупов. Ну, подробнее об этом можно, собственно, в ее книге прочесть, которую можно, опять-таки, скачать в интернете. Относительно чуди, которую селькупы именуют народом Квели или Квели-Куп, Пелех приводит очень важное предание, зафиксированное у обских селькупов.
Они связывают само слово термин «квели» со словом «рыба» и поясняют, цитата, «Так звали древних людей, которые в земле жили. У них вместо богов были рыбы, они им поклонялись. Поэтому их звали в старину рыбьи люди. Русские зовут их чуть». В данном случае я поясню, что речь идет, разумеется, не просто о рыбе, а о подводном чудовище, так называемом мамонте рыбе. Оно очень часто упоминается в селькупских сказаниях о Квеле, а сами селькупы называют это чудовище Квели-Кажар или Квели-Кважар. Пелих пишет, опять-таки, цитата, «Это были огромные подводные или подземные чудовища Квели-Кажар, которые жили в воде, но могли свободно передвигаться и под землей, прорывая себе путь огромными рогами». В некоторых селькупских преданиях гибель или уход народа Квели в подземный мир связывается с убийством ими одного или нескольких там Квели-Кажаров, то есть с нарушением табу. Поскольку, судя по информации селькупов, вот эти вот чудовища были священными животными этого народа. Археолог, доктор исторических наук, профессор Андрей Михайлович Белавин пишет, цитата, «Ящер – существо, заглатывающее людей и обитающее под землей, хорошо известный сюжет угорских урало-обских сказок. У угро-самодийских народов Сибири ящер известен и как зверь-мамонт, чаще всего обитающий под землей». А теперь я вам демонстрирую изображение с прорисовочкой. Это массивный ящер-мамонт с объемным брюхом, причем, обратите внимание, разделенным перемычками, то есть люди представляли себе анатомическое строение примерно. Это петроглиф так называемых шишинских писанец, расположенных вдоль берега реки Лена, вблизи поселка Качук Иркутской области. Важно в контексте нашего очень исследования, что вера в реальное существование вот этого зверя-мамонта у народов Сибири имела ярко выраженную религиозную окраску. Мамонта считали священным животным. Пелих отмечает, что тем же самым Квели-Кажар или Кволи-Казар селькупы обозначают один из видов старинного шаманства. То есть это тоже очень важно. Дальше я раскрою смысл этого. Еще одним важным источником для нашей новой книги послужили работы основоположника селькуповедения, этнографа Нарымского края Николая Петровича Григоровского. Указания, которые мы как раз нашли, собственно, в работе Пелих. К сожалению, вот его фотографии не сохранилось, но тем не менее, собранные Григоровским в XIX веке селькупские предания содержат очень важные сведения о ритуальных коммуникациях между знающими людьми, то есть шаманами, знахарями, колдунами и ящером-мамонтом. Такая коммуникация, как демонстрирует тот же Григоровский, имеет в своем основании чудскую традицию, не исчезнувшую после ухода или исчезновения чуди, да, но продолжившую свое существование в местных традициях и практиках, в том числе знахарских и колдовских, ну и шаманских, само собой. Итак, согласно этнографическим материалам, собранным Григоровским и Пелих, чудовища в преданиях селькупов представлены тремя основными типами. Это сухопутный ящер, мамонт-зверь, сурикозар, водоплавающий ящер, о чем мы говорили, мамонт-рыба, квали-казар, а также древняя птица-змея, Минлей, главное божество, которому поклонялись Квели, то есть чуть, и которое, внимание, до сих пор продолжает покровительствовать, ну, согласно преданию, самим селькупам. Так, а вот теперь перед вами прорезная бляха, относящаяся к пермскому звериному стилю. Предположительно, это изображение передает схему устройства мира. В мировых водах, символизируемых плетеной окантовочкой, вот сверху, которая плетеночка такая, вокруг этого изображения, плывет рыба-ящер, на которой стоит сухопутный зверь-ящер с всадником на спине. А теперь хочу обратить ваше внимание на то, что ящеры, если вы внимательно присмотритесь, они окольцованы ошейниками. Вот на шее. Вот, по всей вероятности, это символ подчинения чудовища чудскому шаману. Итак, по поводу Минлея, вот этого вот змея-птицы, которая являлась главным божеством Квели или чуди, Пелих пишет, цитата, «Минлей
Могущественный древний дух, крылатый дьявол в образе птицы с железными крыльями. Минлей очень стар. Он жил еще до всемирного потопа. Квели, которые жили на этой земле до селькупов, поклонялись крылатому дьяволу как своему главному богу. Они называли его Лап-Ира. Когда Минлей махал крыльями, начиналась буря. Когда он раскрывал крылья, начиналось солнечное затмение. Сейчас квели ушли под землю и живут в Нижнем мире. Но они продолжают почитать Минлея и приносить ему жертвы. Поэтому Минлей очень часто уходит в Нижний мир и живет там со своим народом. Минлей – бог древнего, уже исчезнувшего народа, но он продолжает заботиться о селькупах. Он защищает их от страшных болезней и эпидемий. Здесь опять-таки я должен пояснить, что согласно селькупским преданиям, народ Квели не просто погиб, а ушел в Нижний мир, ну, собственно, как и Чуть, да, и до сих пор живет там. Опять-таки цитата из Пелех. Цитирую обильно, потому что это фольклорный материал, поэтому важно его передать адекватно, аутентично. В Нижнем мире тоже есть тайга. Там текут такие же реки, как на земле, только вода в них черная. Там тоже есть солнце, только оно светит зеленым светом. Некоторым охотникам случалось неожиданно попасть в Нижний мир. Шаманы тоже могут во время камлания спуститься туда. Они рассказали современным селькупам о Квеле, которые живут теперь в Нижнем мире. Квели живут на 3-м ярусе Нижнего мира, лежащем сразу под слоем вечной мерзлоты и густо заселенным разными народами. У каждого из них своя сторона – пеляк. Квели способны иногда выходить наружу в наш мир. Ну, еще одно важное описание внешнего облика чудских богов из другого совершенно источника приводится в повести временных лет. И оно датировано 1071 годом. Цитата. «В то же время, в те же годы, случилось некому новгородцу прийти в землю чудскую, и пришел к кудеснику, прося волхования его. Тот же, по обычаю своему, начал призывать бесов в дом свой. Новгородец же сидел на пороге того дома, а кудесник лежал в оцепенении, и ударил им бес. И, встав, сказал кудесник новгородцу: боги не смеют прийти, имеешь на себе нечто, чего они боятся. Тот же вспомнил, что на нем крест, и, отойдя, повесил его вне дома того. Кудесник же начал вновь призывать бесов. Бесы же, тряся его, поведали то, ради чего пришел новгородец. Затем новгородец стал спрашивать кудесника: чего ради беса боятся того, чей крест мы на себе носим? Он же сказал: это знамение небесного бога, которого наши боги боятся. Новгородец же сказал: а каковы боги ваши, где живут? Кудесник же сказал: боги наши живут в безднах. Обличьем они черны, крылаты, имеют хвосты, взбираются и под небо послушать ваших богов. Ведь ваши боги на небесах. Если кто умрет из ваших людей, то его возносит на небо. Если же кто из наших умирает, его несут к нашим богам в бездну». Итак, значит, мы делаем вывод в книге, в принципе, что и описание Минлея, и чудских богов из повести временных лет, а также селькупских духов-лозов в целом соответствуют изобразительному канону, в котором изображались чудские крылатые собаки. Обращаю ваше внимание на подчеркнуто крупные передние зубы или клыки, а также крупные лапы и характерный затылочный рог или рога, свойственные более для иконографии пернатого ящера. Здесь уже более стилизованное изображение. Так, а вот символическое изображение магической коммуникации между, предположительно, чудским шаманом и крылатыми собаками. Оно отображено на многочисленных образцах прорезных наверший кресал, относящихся, собственно, к пермскому звериному стилю. Этот сюжет также называется «Человек между двух птиц». Также, в общем-то, по этим изображениям можно себе представлять примерные размеры такого рода существ. На более поздних изображениях, вот они перед нами, да, уже у крылатых псов еще остаются характерные затылочные рога, но морды с клыками уже постепенно превращаются в клювы, то есть они уже стилизуются. Аналогичный по иконографии сюжет, отображающий магическую коммуникацию, встречается и в других культурах.
Вот перед вами не очень хороший скан, но тем не менее. Один из образцов, датированных 3-4 веками из так называемого Холмогорского клада, обнаруженного в 1976 году при монтаже буровой установки, собственно, на границе Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Вот здесь сейчас я другое изображение представлю, чуть получше. Человеческая антропоморфная фигура фланкирована, то есть по обе стороны, змеем и ящером с четко обозначенными короткими лапами. Вот здесь я красными кругами эти лапы вам обвел. Предположительно, данный артефакт относится к родственной пермской чуде культуре Сирте, о которой мы очень подробно, собственно, рассказываем в нашей книге. Здесь я сейчас на этом подробно не буду останавливаться. Так, а вот теперь перед вами, собственно, древнеегипетская пектораль, опять-таки предположительно с жрецом-шаманом и 2 сфинксами, представляющими горы Сета. Среднее царство, 12-я династия, 19 век до новой эры. Музей Уильяма Джозефа Майерса. Ну и последняя иллюстрация здесь. Это вот вороны-помощники Хугин и Мунин на плечах скандинавского бога Одина. То есть это уже практически полная стилизация. Итак, из приведенных выше этнографических материалов Григоровского, Пелех, а также, собственно, из свидетельства повести временных лет, следует самый главный, принципиально важный вывод о том, что после исчезновения или ухода чуди образы покровительствующих им чудовищ отнюдь не утратили своего актуального значения и, а главное, влияния, продолжив свое существование в сибирском шаманизме. То есть они практически эти техники, эти практики коммуникации перешли по наследству к сибирским шаманам. Предания селькупов раскрывают картину на символическом уровне, зафиксированную в сюжетах пермского звериного стиля. Ее главными действующими лицами оказываются антропоморфные персонажи, в некоторых случаях, вероятно, это, скорее всего, конечно, шаманы, и несколько разновидностей реликтовых чудовищ, выступающих в качестве источника жизненной силы, магических способностей и сверхъестественных помощников. То, что в случае с крылатыми псами, которые я только что демонстрировал, речь, скорее всего, идет все-таки не о бестелесных духах, помощниках шамана, а о живых существах вполне, из плоти и крови, свидетельствует неоднократное упоминание в арабских дорожниках X-XI веков огромных водоплавающих птиц, обитающих в дельте Волги и способных похитить человека. В принципе, на прошлой лекции я уже об этом говорил, но я еще раз процитирую. Просто замечательная цитата. Итак, в пределах Хазарии есть водоплавающая птица, которую называют, название опущено. Каждая как огромный слон. Люди, которые птицу эту раньше не видели, когда наливают воду, думают, что это шатер тюрков. Когда птица видит корову или осла, утаскивают и съедают. Похищают также людей с земли, поднимают их высоко в воздух, затем отпускают. Они падают на землю и разбиваются. Птицы опускаются вниз и съедают. Абдаллах Искафи рассказывает: в одном месте я увидел 20 таких птиц, но меня они не тронули. Я сошел с коня, при мне было оружие. Хотел было там провести ночь, но не посмел остаться дольше и покинул то место. А теперь следующее интересное свидетельство, собственно, приводит Григоровский. То есть он приводит сведения 19 века, да, о реальном существовании в сравнительно недалеком прошлом водоплавающего мамонта рыбы Квали-Казара. В частности, в нарымских преданиях рассказывается, цитата: «О неких удальцах и народцах, которые убивали на этих озерах уток или лебедей и отправлялись вплавь доставать свою добычу, но всегда по нагому телу опоясывались ременным поясом, на котором висел в ножнах нож. Когда же Квали-Казар проглатывал их, то они распарывали ему ножом брюхо, он бросался от боли на берег, уносил этих удальцов далеко от берега озера, своей тяжестью сглаживал болотные кочки и тут на суше издыхал. Тогда эти удальцы, распоров окончательно ему брюхо, вылезали из него, оставшись победителями над таким чудовищем». Рассказ Григоровского о Квали-Казаре, собственно, он переизданный в сборнике научно-популярных очерков «Земля Колпашевская» 2000 года, вот проиллюстрирован вот такого рода прорисовочкой, подпись которой гласит,
что перед нами бронзовое изображение подводно-подземного чудовища из Саровского культового места. Именно благодаря этой иллюстрации нам удалось выйти на уникальную коллекцию артефактов, приписываемых Кулайской археологической культуре. Это середина первого тысячелетия до новой эры, середины первого тысячелетия новой эры, обнаруженных в 1996 году во время археологических раскопок Томского областного краеведческого музея на так называемом Саровском или Саровском культовом месте. В 2001 году руководитель раскопок, томский историк и археолог Яков Александрович Яковлев издал подробный каталог Саровской коллекции, типичный по нынешним, в общем-то, меркам тиражом в 500 экземпляров, с многозначительным названием «Иллюстрации к ненаписанным книгам. Саровское культовое место». Собственно, как и монография Пелех, каталог Яковлева быстро перекочевал в разряд библиографических редкостей. И, возможно, в общем-то, я бы так и не получил, мы бы не получили представление об этой коллекции, если бы все-таки его электронную копию не выложили на сайте Томской областной библиотеки имени Пушкина. То есть, в принципе, вот этот каталог доступен для всех сейчас, как бы, так сказать, вот на сайте этой библиотеки, PDF-версия. Итак, среди фантастических существ хтонического мира, представленных в составе Саровской коллекции, наряду с лосями, птицами, рыбами и прочими вполне узнаваемыми представителями сибирской фауны, авторы, то есть мы, обнаружили довольно значительное количество образцов культового литья, изображающих сразу несколько разновидностей реликтовых ящеров, известных до этого момента в основном по образцам пермского звериного стиля. Сейчас я вам покажу наиболее замечательный артефакт, да, из этих вот бронзовых ящеров, который следующим образом отображен на странице официального сайта Томского краеведческого музея. Из подписи следует, что перед нами изображение профильного хищника. Посмотрите внимательно, что-нибудь напоминает хищника? Разобрать, что именно изображено на фотографии, не представляется возможным. Просто почему? Потому что по какой-то таинственной причине эта бронзовая отливка лежит на боку и обращена к зрителю, ну, максимально, во-первых, своим основанием и максимально неудобным ракурсом. Вы можете видеть даже там инвентарный номер. Да? Только благодаря каталогу Яковлева можно получить представление о том, что изображает этот артефакт, то есть наиболее оригинальный шедевр Саровской коллекции под весьма символичным номером 13. Итак, каталог Яковлева. Вот этот артефакт в нормальном виде. Обратите внимание. Сейчас я дам вам его прорисовочку. Вот прорисовка с разверточкой. Опять, да, мы видим вот эти перегородки в желудке и так далее, как на шишинских писаницах. Вот то же самое. Так, идем дальше. Теперь я вам продемонстрирую некоторые артефакты из этой коллекции, не все, в общем-то. Это вот как раз каталог Яковлева. Яковлева. Вот голова. Это прорисовка. Тут виден, опять-таки, гребнеобразный узор, спинные пластиночки. Это оригинал. Рисовка. Еще один. Мамонт. Опять-таки, обратите внимание, пожалуйста, на характерно загнутый кверху нос чудовища, что, в общем, роднит его с ящерами из пермского звериного стиля. Так, вот. Характерные лапки очень. Так, это прорисовка. Вот здесь как раз перепонки видны лучше на прорисовке. Характерные спинные пластины. Это уже какая-то другая разновидность ящера, судя по всему. Прорисовка. Так, вот тоже замечательный. Опять-таки с перегородками внутри, то есть желудок показан. Итак, в своем каталоге, да, ну, можно сказать, что это монография, Яковлев сопоставляет основные характеристики вот такого рода ящероподобных существ из Саровской коллекции с описанием чудского ящера, пермского, да, и приходит к выводу об их полном тождестве. Также Яковлев приводит в своей книге мнение, высказанное в свое время археологом Городцовым, цитата:
Фантастические, клыкастые и рогатые образы в изобразительном искусстве древних уральцев и сибиряков – это калька с персонажа индийской мифологии, огромного и могучего гибрида Макары. Чудовищная морская амфибия Макара, с санскрита это переводится как морской дракон или водяной монстр, пользуется огромной популярностью на Востоке и напоминает своим обликом одновременно крокодила и дельфина с чешуйчатым телом и лапами. Изображение, в принципе, и скульптуры Макары можно встретить по всей Азии, в Индии, Непале, Шри-Ланке, Бирме, Таиланде, Камбодже, Малайзии, Индонезии, Вьетнаме, Китае и Японии. Вот это вот то, что перед вами, это бог Варуна на водяном монстре Макаре. Индия, Раджастан, Бунди. Между 1675 и 1700 годами это изображение создано. В индийской традиции Макара считается сильнейшим водным существом и выступает, собственно, в виде, в форме ездового животного или ваханы, повелителя вод Мирового океана, небесных, земных и подземных вод Варуны, а также в виде ездового животного богини реки Ганга Деви, символизирующей материнство, связь между мирами и очищение. Очень часто Макара сопоставляется с библейским Левиафаном. Макара следующим образом характеризуется в Бхагавад-гите. Цитата. «Макара среди рыб, словно Ганга среди прочих рек, словно Рама среди прочих воинов». Обращаю ваше внимание на то, что Макара здесь называется рыбой, так же, как, собственно, и чудовищный зверь Мамонт из селькупских преданий. В Бхагавата-пуране Макары, во множественном числе подчеркиваю, упоминаются среди хищников, напавших на Риши Маркандея, это ведийский мудрец из рода Бхригу, почитаемый во всех основных направлениях индуизма. О значении Макары свидетельствует тот факт, что в джайнистской мифологии она является символом подземных божеств Вайкумара, живущих в подводных пещерах и приводящих в движение частицы мира. Согласно описаниям, Макара представляет собой морское чудовище с мордой крокодила. Цитата. «Тело ее было по одним источникам дельфиньим, по другим акульим, хотя, судя по вертикально поставленному хвостовому плавнику, однозначно акульим. Рыбье тело Макара, однако, было покрыто чешуей, как у рептилий, и несмотря на то, что это было сугубо водное животное, оно умело передвигаться по суше, для чего имело лапы». Теперь я вам сейчас покажу одно из наиболее древних изображений аутентичных Макары, собственно. Вот перед вами это Ганга Деви, возлежащая на Макаре, с вертикально поставленным хвостовым плавником. Терракотовая панель, храмовый комплекс Бенгалия. Так, исследователи полагают, что непосредственным прототипом Макары послужил метриоринг, вот такой красавец, вымершая разновидность морского крокодила с вертикально поставленным хвостом. Цитата. «Метриоринхи были приспособлены к обитанию в морях и океанах, для чего имели веретенообразное туловище, оканчивающееся вертикальным хвостовым плавником. Вместе с тем, отрастить себе жабры они не удосужились, и поэтому запросто, без ущерба для здоровья, могли заплывать в любую пресноводную речку и даже выйти прогуляться на сушу. На суше же они выводили потомство, а потому конечности их так и не стали законченными ластами, а остались в виде коротких лап с перепонками между пальцев, равно пригодными как для плавания, так и для передвижения по твердой почве». Итак, по мнению современной палеонтологии, современных палеонтологов, эти существа жили около 125 миллионов лет назад, то есть за 35 миллионов лет до официального появления приматов. Ну, а для того, чтобы оставить столь детальное описание их поведения и, главное, столь достоверные изображения, которые мы находим в Азии, скажем так, представителей этого вида нужно было наблюдать воочию, то есть своими глазами. Ну, были предприняты, конечно, попытки современными палеонтологами сопоставить Макару с гангским дельфином, вот вы видите его перед собой, и гангским крокодилом, гавиалом. Но они не представляются убедительными, потому что, невзирая на некоторое внешнее сходство, гангские дельфины не имеют лап
вертикально поставленного хвостового плавника и не могут передвигаться по суше. А главное, и тот, и другой являются исключительно пресноводными существами и морскую воду не переносят на дух, тогда как оригинальная Макара являлась морским животным и ваханой океанического бога Варуны. Ну, зато все перечисленные признаки Макары, включая такую принципиально важную характеристику, как способность к передвижению на себе антропоморфных существ, встречаются у некоторых ящеров, собственно, представленных на образцах пермского культового литья. Вот вам, пожалуйста, 3 всадника на ящере с лапами, имеется в виду не всадники с лапами, а ящер с лапами, и вертикально поставленным хвостовым плавником, полярный Урал, частная коллекция. Так, а вот теперь перед вами полая паниска, пермский звериный стиль, изображающая пермского ящера с чешуйчатой шкурой, отображенный в виде характерного ромбовидного узора и вертикально поставленным хвостом, плавником, характерным для наиболее древних азиатских изображений Макары. Север Пермского края. Вот она так выглядит сверху. То есть мастер не стал покрывать все тело, он просто символически обозначил вот эту вот, как бы, так сказать, чешую, шкуру. Итак, ну, на наиболее поздних изображениях Макары вот этот вертикально поставленный хвост, он постепенно трансформируется, собственно, в обычный крокодилий хвост. Такие вот изображения. Это уже ближе к нашему времени, разумеется. Ну, я уже говорил о том, что еще одна характерная черта Макары, сближающая внешний облик с ящером, это вот характерный загнутый кверху нос чудовища. На наш взгляд, независимое появление на разных концах евразийского континента таких вот устойчиво воспроизводившихся образов, имеющих очевидное визуальное сходство, недвусмысленно говорит о том, что у них был общий какой-то реальный прототип. Собственно, далее в своей монографии Яковлев подтверждает нашу версию о магической коммуникации между сибирскими шаманами и ящером-мамонтом. Цитата. «Этот образ ящера-мамонта имел очень высокий статус среди шаманских духов-помощников. Даже широко почитаемый хантами идол с именем Обский старик, по некоторым данным, представлял собой именно мифического мамонта. Кстати, в реальном существовании этого несуществующего зверя у аборигенов не было никаких сомнений. Ну, примечательно еще то, что в фольклоре южных хантов на реке Иртыше в XIX веке был зафиксирован сюжет, в котором люди-герои, при переправе через реку Обь вынуждены были пробиваться через стаи враждебных мамонтов и юров, то есть бобров. Так, сейчас, секундочку. Вот перед вами Яковлев, собственно. Яковлев дает важное указание на тесную связь образа ящера-мамонта с культом предков. Цитата. «И есть среди этих ставших злонамеренными существ прямые предки некоторых человеческих родов». Это цитата из предания. Ну, менее однозначные и более схематичные изображения, напоминающие реликтовых ящеров, встречаются не только, собственно, среди образцов Саровского культового места, но и в образцах культового литья из Кривошеинской и Кулайской коллекций. Последнее считается жемчужиной собрания Томского краеведческого музея. Я вам продемонстрирую только один образец из этой коллекции. Сейчас, вот перед вами он. Это образец из коллекции Кулайского культового места, осторожно обозначенный в подписи как зооморфные изображения. 6 век до новой эры или 4-5 века новой эры. То есть разброс вы себе представляете примерно какой. Бронза, ажурное литье. Итак, на отливке представлено ящероподобное существо, вызывающее прямые ассоциации с китайской водяной лошадью-драконом. Они, собственно, мы в нашей предыдущей книге писали «Люди и динозавры», как раз там вот дальневосточные предания о лошадях-драконах много приводится, собственно, мы не стали их повторять в этой книге. Итак, вытянутая морда существа снабжена большими передними зубами или клыками, вот опять-таки подчеркнуто, практически как у пермского, вот этого пермских крылатых псов. На затылке присутствуют 2 рога или уха, на спине обозначены характерные шипы или спинные пластины, ну а возможно грива. Кстати, грива иногда как бы фигурирует в описании водяной лошади или драконе в Китае. Ну и, собственно, у некоторых пермских ящеров интересно, что обозначена тоже грива.
Причем интересно, что как бы последние палеонтологические находки, они подтверждают, что некоторые ящеры имели гриву, шерстяное покрытие. Вот это очень важная деталь. Итак, предположение о том, что мы имеем дело с изображением, со стилизованным изображением обыкновенной лошади, ну, оно однозначно здесь опровергается короткими и маленькими по отношению к общим габаритам тела трехпалыми перепончатыми лапами, однозначно указывающими на земноводный характер этого существа. Ну, к сожалению, в отличие от относительно известных изображений пермского ящера, представленного на образцах пермского культового литья, ящеры-мамонты кулайской археологической культуры остаются практически неизвестными широкой публике. Ну что говорить, если даже для нас, которые вот много лет занимаются вот исследованием в этой области, вот это вот открытие этой коллекции было просто находкой. То находкой вот по воле случая, буквально именно потому, что я нашел вот это изображение, как бы, собственно, в статье в очерке Григоровского и начал копать в этом направлении. То есть что говорить о других вообще, в принципе. Ну, наверное, одна из самых главных причин, да, такого положения дел состоит в том, что в современной науке исторической отсутствует просто контекст, в котором эти существа имеют право на свое существование. Именно поэтому, собственно, Яковлев там, да, бесконечно называет их хтоническими существами, избегая там названия дракон, ящер и прочее, прочее. То есть он явно ограничен рамками, да? Он хочет сказать, но как бы он ограничен рамками. Да? Поэтому вот отсюда, как, собственно, и следует название его книги. Да? Иллюстрации к ненаписанным книгам. То есть он практически намекает, он проделал действительно огромную работу, человек. Именно благодаря его усилиям мы нашли эти изображения. В противном случае просто как бы, мы даже бы не знали без этого каталога, как бы, и без публикации в интернете. Так, ну что еще могу сказать, что еще одним важным источником для нашей книги, новым источником послужил, ну опять-таки новым, как новым, для нас новым, все новое, хорошо забытое старое. Значит, еще одним важным источником для нас послужила работа американского ориенталиста профессора Уильяма Хейза Уорда «Цилиндрические печати Западной Азии», 1910 год. И опять-таки, слава богу, что эта работа есть в интернете, в PDF. Это каталог печатей, то есть, ну, вернее, не самих печатей, а оттисков печати, разобранный по темам, скажем так. Очень интересная совершенно вещь. Разбору сюжетов на этих печатях, собственно, была посвящена моя отдельная лекция, которая, будем надеяться, все же будет выложена в интернете. Поэтому здесь я вот сейчас с вами ограничусь лишь указанием на то, что в работе Уорда приводятся многочисленные прорисовки оттисков, ну, как я уже сказал, месопотамских цилиндрических печатей, на которых, помимо прочего, представлен широкий спектр взаимодействия человека или божества с различными разновидностями реликтовых чудовищ, именуемых Уордом драконами. Многие из этих чудовищ, вот они сейчас перед нами, практически в точности совпадают с сюжетами пермского звериного стиля. Антропоморфная фигура, стоящая на чудовище. Да? Так вот, пожалуйста, еще. А тут даже сидящий на чудовище, передвигающийся на чудовищах. Ну, что здесь можно сказать? Что, ну, действительно, ряд сюжетов, которые Уорд приводит, они действительно совпадают как бы с изображением, с соответствующими мотивами там, в пермском зверином стиле. Но целый ряд сюжетов, которые приводит Уорд, они отличаются, например. То есть там, например, у него есть очень интересные мотивы такие. Я об этом, собственно, опять-таки говорил в прошлой лекции, в одной из прошлых лекций, где идет, например, сцена охоты на чудовище вместе с другим чудовищем. То есть одно чудовище выступает, как бы, так сказать, как союзник, другое чудовище выступает как противник. Ну, в общем, как бы, еще раз говорю, я не буду повторяться здесь. Итак, здесь можно сделать какой основной вывод из всего того, что я вам сегодня продемонстрировал. Что главная ценность культуры пермской чуди и соответствующих образцов пермского звериного стиля, а также преданий нарымских селькупов о народе Квели-Куб, состоит в том, что они донесли до нас сведения о практическом опыте сосуществования и ритуальной магической коммуникации между представителями этого народа, то есть шаманами Чуди или Квели, и реликтовыми чудовищами. После исчезновения Чуди или Квели, опять-таки, да, эти образы не утрачивают своего актуального значения
а главное, опять-таки, подчеркиваю, своего влияния, и продолжают свое существование не только в сибирском шаманизме, но и в системе современных русских религиозных, культурно-религиозных кодов. Ну, собственно, эта тема очень подробно освещается в нашей книге, но она заслуживает отдельной лекции, поэтому вот я на сегодня на этом, наверное, закончу. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое. А сейчас вопросы. Поднимаем руку. Здравствуйте, Виктор. У меня тут несколько вопросов назрело, пока я смотрел. Пытаюсь, конечно, сформировать их. Вот я смотрел, вы с точки зрения исследовательской мифологии, конечно, рассматривали все это. А вот в другую сторону не смотрели, ну, они уже там, конечно, корявую сторону Скандинавии, а глубже. У них, допустим, есть такой мифологический образ, как Йормунган. То есть, получается, мировой змей, ну, может, так же, как ящер сказать. Дело в том, что, ну, я же не могу в одной лекции все представить. В том-то и дело, что даже больше половины книги идет речь о других мифологических системах, да? В частности, мы рассматриваем библейского Левиафана, Танинов. То есть мы рассматриваем параллельно, то есть мы как бы перебрасываем вот эту вот расшифровку этого чудского сюжета, да, на другие культуры. И все это рассматривается в книге, конечно, разумеется. Просто я в лекции, это просто, ну, даже... У вас там какая-то связь? Разумеется. В том, мы говорим о том, что культура чуди является ключом, да, дешифровка, которую мы осуществляем с помощью, как бы, так сказать, вот этих вот селькупских преданий, она дает ключ не только к культуре чуди, но и вообще как бы к вот этому сюжету в различных мифологических традициях. Понимаете? Понятно. То есть можно сказать, что получается вот именно с какого-то периода, получается, именно от культуры чудин? Я не думаю, я думаю, что вы знаете, что вот, ну, здесь я опять-таки вспомню нашего замечательного как бы сказковеда, филолога Владимира Яковлевича Проупа, который как бы говорил о том, что, вот, например, он удивлялся, искренне, еще в советские годы книга написана была, да, мифологические корни, волшебные сказки. Он удивлялся, что шаманы в разных частях света грезят одинаково, то есть они переживают одинаковые там ощущения при инициации и прочее, прочее. То есть, судя по всему, речь идет о неких прачеловеческих, общих, да, неких практиках, опытах, которые передавались вот именно через посредство шаманских традиций. Я не говорю, что чуть является первоисточником. Просто мы взяли некий фрагмент, его декодировали. И вот это декодирование, оно позволило получить ключ к аналогичным сюжетам в других культурах. При этом я не говорю, что чуть первично. Понимаете? Понятно, понятно. То есть это все уходит в более глубокий. Да, это скорее всего какие-то, это вот уже, это как бы архетипы действительно. Вот вы правильно сказали, что даже до религии, это вот какие-то вот такие вот праисторические вещи. Общие для всего человечества. Просто вы взяли на основе чуди, как это. Да, потому что мы получили ключ благодаря селькупским преданиям, понимаете? Потому что вот этот этнографический материал, слава тебе, Господи, он сохранился, и его успело зафиксировать. Во-первых, его Григоровский зафиксировал, его зафиксировала Пелих. У нас не было этого материала. До этого у нас были только вот визуальные образы, понимаете? У нас на самом деле там о чуде там вообще ничего нет. Коми, которые как бы считаются там, считают, что чуть их предки, это как бы, так сказать, они вообще как бы к этому не относятся, отношения не имеют. Так что вот так. Понятно, так, можно еще следующий вопрос. Так, вот, а сама чуть, она, получается, к финно-уграм как относится? Это какое-то племя или как-то уже более... Я могу вам сказать, во-первых, они коми, ну как бы сейчас принято, что это вот как бы да, предки коми. Чудская культура, якобы пермский звериный стиль, да, это вот их стиль. И вот эта вот тема им усиленно навязывалась и навязывается сейчас. Да? На самом деле они все относятся к этому как бы резко отрицательно еще в 19 веке. То есть они считали эти артефакты чертями, понимаете? Они стремились их или переплавить, да, вот эти образцы пермского звериного стиля, особенно из серебра и золота. В музеях-то что лежит? В музеях лежит бронза. То, что они там ученым сбрасывали, понимаете? Пудами переплавляли. Вот я в прошлой лекции рассказывал, пудами ежегодно переплавлялись золотые и серебряные изделия. Это не отношение к собственной культуре. Да? Я даже вот когда мы, собственно, ездили, тоже как бы это отношение зафиксировал, такое, знаете, с опаской к этим артефактам. То
То есть сами коми не считают как бы чуть своим, но они считают вообще иной некий народ. Да? Генезис чуди очень непонятен, да, потому что, опять-таки, не найдено костных останков и прочее. Хотя Пелех в своей книге, там, у нее содержится указание на некоторые захоронения. Самое древнее, что вот можно там найти, например, да, то, что мы опять-таки в книге разворачиваем, это вот указание на карте Меркатора, где там полярный континент изображен, там на одном из архипелагов, там подпись, вот здесь живут там скреллингеры, карлики. Да, как раз вот напротив, как бы, так сказать, территории, где потом будет жить чуть напротив евразийского континента. То есть можно предположить, что вот эти племена, они оттуда как-то мигрировали. Мы тут там проводим в книге достаточно широкий анализ аналогичных преданий, связанных там, например, с Сиртия, с племенами богини Дану. То есть, ну, вот какие-то параллели проводим, да, пытаемся как-то реконструировать. Так что вот так. Понятно. Так, а вот локализация тогда, где они жили? Или они как бы кочевой народ были? Еще раз говорю, ну, это предания о чуде, они охватывают широкие пространства от европейской части России до Урала там, и дальше. То есть как-то можно, примерно... Есть, я еще раз говорю, есть чудские так называемые топонимы, вернее, так называемые чудские места, есть топонимы, связанные с чудью, там, соответственно, как бы есть предания об этом. Даже до сих пор там определенные ритуалы на этих местах сохраняются, поминки по древним, так называемые. То есть, как бы, существуют ритуалы, связанные с чудью, там, и так далее, там, подобные архаические, которые дожили до наших дней. Ясно, хорошо. И еще один вопрос. Вот вы показали там кристаллы, а вот можете сказать локализацию, где они были найдены? Потому что вы вот относите... Больше всего Пермский край, но в Поволжье, в Приобье тоже есть, вот где, откуда я, собственно, когда я вот этого приводил цитату из арабских дорожников про больших птиц, это вот тоже как бы связано с Волгой и так далее. Потому что как бы вот, которые показали кристаллы первые, это как бы считается, что это огниво Одина. И найдено совершенно где-то там, я уже не помню. Секунду, это не огниво Одина совершенно. Сейчас мы посмотрим. Сейчас, секундочку. Так. Это Пермский край, это никакой не огниво. Нет, вот это огниво Одина именно, да, но знаменито найдено. Нет, это я вам могу сказать, это чудские, это наша съемка из Пермского музея на самом деле, но это артефакт, опубликован в книге Аборина Чагина «Чудские древности Рифея», поэтому это Пермский край. Ясно. Ладно, благодарю. Спасибо. Нет, просто дело в том, что подобные сюжеты, они были распространены и в Европе. Я не зря вам Одина показал с воронами. Да? То есть похожий сюжет был распространен. Это вообще инициатический, судя по всему, сюжет, да, когда вот эти птички, вот это вот как бы в голове человека и так далее. Потом просто они в более позднем виде уже стилизуются. Ну, как я вам показал, сначала, значит, там типа ящеров пернатых, а потом уже птички непосредственно. Да, там были изображения, где уже даже рост этих птичек становится меньше. Так что вот так.